Небесный Отец, я прихожу к Тебе сегодня. Не в гордыне, не в силе, но в глубоком искреннем поклоне, не имея ничего, кроме мольбы о защите. Священный крик, поднимающийся из руин. Крик, который, возможно, вы, наблюдая за этим, сами молили: «Господи, защити меня от нечестивых. Укрой меня от того, чего я не вижу. Окружи меня, когда я не могу стоять». Сейчас вы, возможно, даже не знаете, как нашли это сообщение. Возможно, оно появилось, когда вы были в отчаянии. Возможно, вы нажали на него из любопытства. Или, может быть, просто может быть, это ваше божественное назначение. Потому что Бог не ошибается. И этот момент неординарен. Это священный момент, точка-вызов, который достиг небесных врат. Если вы почувствовали дыхание врага на своей шее, если ваши финансы рухнули, здоровье ослабло, а отношения треснули, как сухие кости, тогда слушайте внимательно. Потому что это не просто очередное видео. Это начало вашей трансформации. Я обращаюсь к тому, кто прошел долиной теней не просто смерти, но смерти мечты, смерти стабильности, смерти радости. Я обращаюсь к тому, кто отдавал до тех пор, пока не осталось ничего. К тому, кто чувствует, что все остальные получают свое благословение, кроме него самого. К тому, кто чувствует, что Бог забыл. Но я хочу, чтобы вы услышали кое-что, и услышали так, как будто сами небеса возвещают вам это: вы не забыты. Вы избраны. Это тот час, когда ваша история начинает меняться. Буря, с которой вы столкнулись, не является признаком того, что Бог вас покинул. Это давление, которое возникает перед урожай. Нападение, которому вы подверглись, это не наказание, это доказательство, что отчуда уже в пути. Но слушайте внимательно. Вы не можете упустить этот момент. Ты должен остаться до конца. Потому что есть секрет, а скрытый ключ, что я открою в этом самом сообщении, священная истина, что знают очень немногие и еще меньше применяют. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Дело не только в деньгах. Дело не только в исцелении. Речь идет о завет. Речь идет о наследовании. Речь идет о том, чтобы войти в дверь, которая ждет вас с того дня, как вы родились. Ты плакал. Ты постился. Ты спрашивал: когда же, Господи? Когда же придет мое время? Это ваше время. Но ключ нужно понять. И ключ будет раскрыт только в конце. Поэтому мне нужно, чтобы ты пообещал не мне, но Бог, что ты останешься. Не отвлекайтесь. Это не развлечение, это вечный бизнес. Пусть в ваше сердце получите то, что ваш дух отчаянно хотел услышать. Вы в одном решении от чуда. Вы в одном шаге от откровения избыток. Вы в одном моменте от благословением, которым вы молча молились. Но прежде чем дверь откроется, вы должны понять, что удерживало ее закрытой. Прежде чем вы распорядитесь наследством, вам придется разобраться с тем, что крадет ваше богатство. И прежде чем наступит урожай, вы должны противостоять семени. Поэтому я спрашиваю вас: вы когда-нибудь чувствовали, что нечестивые процветают, пока вы страдаете? Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши молитвы остаются без ответа, в то время как другие празднуют? Вы когда-нибудь сомневались, что Бог действительно прийти к вам? Пока не отвечайте, потому что правда грядет. Но сначала вы должны услышать историю, которая изменит все. Оставаться. Потому что то, что произойдет дальше, будет знаком, которого вы ждали всю свою жизнь. И помните это начало, это крик о защите,
потому что в конце мы вернемся сюда не со слезами боли, а с слеза радости. Вы здесь не случайно. Вы здесь божественный замысел. Теперь дышите и готовьтесь, потому что Бог собирается говорить. И то, что Он говорит, изменит ваши судьбы. Пожалуйста, даруй мне осознание Твоего присутствия, Господь. Дай мне не идти вслепую по долине лишений, но с широко открытыми глазами видеть Твою руку даже во тьме. Дай мне стать плодотворным во всем, что я делаю, хотя времена года сменяют друг друга и завывают штормы. Дай мне терпение в Твоих назначениях, мудрость в моих делах и сострадание в моих шагах. Даруй мне свою отцовскую защиту от всякой невидимой опасности, всякой скрытой ловушки, всякого языка, восстающего против меня. Потому что я верю всей душой и телом, что Ты окутал меня кровью Иисуса Христа. И никакое оружие, никакой заговор, никакое проклятие, никакой демонический шепот не преуспеют. Мой вера в Тебе, Бог, и только в Тебе. Не в моей работе. На моем банковском счете их нет. Не в правительстве. И не по мнению тех, кто не знает, через какой огонь я прошел. Ты мой щит. Ты мое убежище. Ты хранитель завета. И я заявляю сегодня, никакие искушения, никакая нужда, никакое предательство, никакая потеря не смогут проникнуть сквозь защиту, которую Ты воздвиг вокруг моей жизни. Но все же, хотя я заявляю это со смелостью, я должен признаться вам в чем-то. Что-то, что может отозваться глубоко в вашем сердце слишком. Потому что, возможно, ты такой же, как я. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваш вера громко в молитвенной комнате, но тихо в реальном мире? Вы когда-нибудь делали заявление о благословении, но ваш банковский счет оказался в состоянии овердрафта? Вы молились за свое тело об исцелении, но все равно просыпались с болью? Вы когда-нибудь заявляли «Я голова, а не хвост», но все равно чувствовали, что на вас наступили? Если да, то знайте, вы не неверны. Вы не забыты. Вы находитесь кованы. Потому что завет веры не построен на комфорте. Он построен на противоречии. Это в задерживаться Бог тренирует ваши духовные мышцы. Это в недостаток Бог учит вас распознавать настоящий источник богатства. Это в шторм, чтобы ваши корни были глубже. Да, вас окружали невзгоды, но что, если я скажу вам, что невзгоды не являются доказательством отказа, это подтверждение назначения? Видите ли, те, кто носят великое благословение, также должны нести большее давление. Вас атакуют не потому, что вы слабы. Вы подвергаетесь нападению, потому что вы помазанный. Потому что ты что-то несешь вечный. Судьба, которой страшится ад. А наследование, на котором было написано твое имя еще до твоего первого вдоха. Но вот настал поворотный момент, и я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились. Речь идет не только о вере. Речь идет о вступлении в завет. Есть разница между спрашивая для благословения и хождением в завете. Есть разница между молитвой в кризисе и жизнью в постоянное соединение. Вы должны понять следующее: завет не зависит от ваших обстоятельств. Завет устанавливается верой, запечатленной в кровь, и проявляется через послушание. Так что если вы чувствуете себя потерянным в этом сезоне, если все, что вы построили, рушится, если люди уходят из вашей жизни без объяснений, если ваше здоровье слабеет, а энергии становится меньше, мне нужно, чтобы вы остановились. Потому что все это реально. Но ничего из этого не финал. Вы еще не в конце. Вы находитесь посередине,
в пространстве между тем, что вы знаете, и тем, что вы собираетесь получить. И позвольте мне сказать это вашему духу, не вашим эмоциям, а вашему духу. Бог по-прежнему за тебя. Обещание все еще в силе. Ни чудо не отрицается, только задерживается. И дверь все еще открыт. Но вот секрет. Вам необходимо вновь присоединиться к завету. Вот почему вы здесь. Вот почему это сообщение нашло вас. Потому что в тебе пробуждается нечто священное, так и сердце, не просто снова поверить, но и помнить. Чтобы помнить, что Бог сказал о тебе. Чтобы помнить пророческие слова над вашей жизнью. Чтобы помнить самя ты посеял в слезах. Чтобы помнить мечты, которые все еще дышат, даже после разочарования. Я знаю, это нелегко слышать. Потому что все вокруг говорит вам, что нужно сдаться. Враг шепчет: слишком поздно. Ты упустил свой шанс. Ты недостаточно хорош. Ты этого не заслужил. Но сегодня мы разоблачаем эту ложь. Потому что правда в том, что вы все еще в борьбе, потому что Бог не отпускать. Вы все еще здесь, потому что есть боль и прихоть. Ты все еще дышишь, потому что твое благословение все еще раскрывается. И позвольте мне остановиться здесь и сейчас, чтобы задать вам вопрос, требующий смелости. Если вы принимаете это слово глубоко в свой дух, если вы чувствуете, что Бог говорит с вами напрямую, я хочу, чтобы ты сделал один смелый шаг соглашения. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Не потому, что это помогает алгоритму, хотя это так, а потому, что вы воплощаете свою веру в действие. Ты говоришь небесам: «Я согласен с заветом. Я востребую свое наследие. Я принимаю это преображение». Ваш лайк не просто цифровой, а пророческий. Сигнал в духовном мире о том, что вы готовы. Готовы к смене. Готовы к прорыву. Готов к благословению, на котором вечными чернилами написано твое имя. Это не просто эмоциональный ажиотаж. Это духовное выравнивание. И этот момент, да, в этот самый момент, может быть, это тот момент, когда будущие поколения оглянутся назад и скажут: вот тогда все изменилось. А теперь послушай, возлюбленный. Враг не против того, чтобы вы ходили в церковь. Он не против, если вы цитируете священные писания. Его не волнуют ваши религиозные привычки. Чего он боится, так это когда ты входишь в завет веры. Потому что завет непоколебим. Заветом невозможно манипулировать. Завет не может быть отменен. Когда ты знаешь, кто твой Бог есть, когда знаешь, кто ты в нем, вот тогда ты становишься опасным. Не людям, а царство тьмы. Вот когда двери благословения начинают открываться без разрешения. Вот тогда богатство находит тебя. Вот тогда выздоровление вторгается в ваше тело. Вот тогда мир входит в ваш дом. Но помните следующее: завет должен быть активированный. Не просто поверил в теорию, но и вышел из нее послушным. Вот почему враг так старался измотать вас. Он пытался отвлечь вас, задержать и обмануть. Потому что он знает то, чего не знаешь ты. Если вы когда-нибудь вступите в полное соответствие завету, вас невозможно остановить. Итак, теперь я спрашиваю вас, позволили ли вы разочарованием жизни отсоединить вас от завета? Позволили ли вы травмам прошлого затмить ваши надежды на будущее? Вы прекратили свою молитвенную жизнь из-за страха, что ничего не изменится. Пришло время возвращаться к месту веры, к алтарь доверия, в тайное место, где Бог голос сей еще говорит громче, чем ваши обстоятельства. И пока вы готовите свой дух к тому, что грядет дальше, я говорю вам следующее:
не уже ближе, чем вы думаете. Ни дверь не заблокирован, он просто ждет ключ. И ключ – это завет. В следующей части этого сообщения я собираюсь показать вам, как именно один человек в Слове Божьем, реальный человек с реальными трудностями, перешел от поражения ради господства и как ты можешь сделать то же самое. Но сейчас воспользуйтесь этим моментом. Вдохните это. Пусть ваш рост веры. Потому что это не сон. Это твои судьбы, призывая вас вернуться в гармонию. Вы не забыты. Вы не покинуты. Ты выбранный. И завет веры восстанавливается даже сейчас. Поставьте лайк этому видео, чтобы отметить этот момент. И будьте готовы. Потому что чудо вот-вот проявится. Я не буду бояться. Ибо я знаю эту истину. Ты, Боже мой, идешь предо мной. Ты идешь по дорогам, которых я пока не вижу. Вы стоите в тех местах, куда я еще не пришел. Ты расчищаешь мне путь прежде, чем я сделаю шаг. Ты со мной и в огонь, и в страх, и в борьбу. И даже когда я испытываю искушение и явлю быть искушаемым, я говорю победа прежде, чем я это почувствую. Ибо Ты, Боже, обещал мне победу. Не просто выживание, но полную победу во всех местах, куда ступят мои ноги. Музыка начинает тихо нарастать, вы не просто защитник. Ты крепкая башня, неподвижный, могущественный, святой, и я бегу к тебе не с колебанием, а с полной уверенностью. Будь моим щитом, моей стеной, моей защитой. Защити меня от отчаяния, от самосаботажа, из темных уголков моего собственного сердца. Не дай мне упасть, страстясто ведет к краху, отпор который маскируется под комфорт. Дай мне не просто больше сил, дай мне вера. Потому что вера – это то, что заглушает страх. Вера – это то, что заставляет львов преклоняться. Вера – это то, что заставляет море двигаться, когда бушует шторм и трясется земля. Но теперь я обращаюсь к тебе, слушатель, мой друг, мой духовный брат или сестра в этом священном путешествии. И мне нужно задать вам вопросы, на которые вы, возможно, не захотите отвечать, но вопросы, которые вы должен ответ, если вы хотите благословение прорваться. Вы когда-нибудь смотрели в зеркало и ненавидели того, кем вы становитесь? Не из-за того, что говорили другие, а потому, что в глубине души ты знал, я не для этого родился. Вы когда-нибудь смотрели на свои руки, которые когда-то хранили мечты, и понимали, что теперь они хранят горечь, сожаление, а может быть даже грех? Вы когда-нибудь ложились спать с выключенным светом, закрытой дверью и тишиной во всем мире? И почувствовал, как будто погружаешься в свои мысли, удушающие в тишине? Вы когда-нибудь задумывались, почему я продолжаю проигрывать битвы, о которых никто даже не знает? Вы когда-нибудь говорили себе, если что-то пойдет не так, я не знаю, смогу ли я это пережить? Вы когда-нибудь улыбались на публике, но кричали наедине? Вы когда-нибудь молили Бога положить конец боли, не вашей жизни, на масатое это несешь? Я прошу этих вещей не сломать тебя, а пробудить. Потому что пора перестать притворяться. Пора перестать прятаться за фразой «у меня все хорошо». Ты не в порядке. И вам не обязательно это делать. Враг был неумолим, не потому, что ты слаб, а потому, что ты опасный. Ад не нападает на пустые сосуды. Он преследует тех, кто несет судьба, несущие ключи, несущие обещать трансформации. Музыка усиливается, да, враг хочет, чтобы ты сломался. Он хочет, чтобы вы остепенились. Он хочет, чтобы вы сделали бедность нормой, не только на вашем банковском счете, но и в вашем образе мышления. Он хочет, чтобы вы называли хаос своей личностью,
Он хочет, чтобы вы крестили дисфункцию и жили в ложной версии мира. Но это не то, к чему вы были призваны. Тебя призвали избыток, к наследованию, к священный завет силы и процветания. Итак, позвольте мне задать вам еще несколько вопросов и ответить на них не словами, а вашими сердцем. Как долго вы позволите страху говорить громче, чем вера? Как долго ты будешь продолжать кружить вокруг одной и той же горы поражения, когда Бог уже показал тебе путь выхода? Как долго вы будете продолжать поддаваться искушению, как если бы это был друг, когда на самом деле это ловушка? Сколько еще лет вы позволите врагу писать вашу историю? Бог говорит «достаточно». В этот момент вы перестаете отступать. Это тот день, когда ты выстоишь, даже если будешь дрожать. Это глава, где страх встречает огонь, и искушение преклоняется перед истиной. Вы можете сказать: «Но я недостаточно силен». Но я вам скажу, Богу никогда не была нужна твоя сила. Ему нужна была только твоя капитуляция. И когда ты сдаешься, Его победоставится вашей личностью. Битву не просто так выигрываешь. Ты становится победа. Вот почему вы должны решить сегодня, прямо сейчас, буду ли я раб фамильяра или воин веры. Музыка нарастает, темп ускоряется, напряжение растет. Потому что правда в том, что искушение придет. Не просто сексуальное искушение, не просто похоть, но есть соблазн все бросить, соблазн вернуться назад. Искушение заглушить свою боль делами или удовольствиями. Соблазн обменять судьбу на комфорт. Искушение снизить свои стандарты, чтобы не чувствовать себя одиноким. Искушение сказать: «Вот такой я есть», когда Бог пытается сказать: «Вот кем ты был, но не тем, кем ты будешь». Поэтому я спрашиваю еще раз, что вы впустили в свою жизнь такого, что крадет вашу храбрость? Какая невысказанная зависимость пожирает ваше время и истощает ваши силы? Какой тайный грех стал соседом твоей души? В какую ложь ты все еще веришь, хотя Бог уже призвал тебя бесплатно? Пришло время называть вещи своими именами. Бедность не твой удел. Страх не твой хозяин. Грех не является твоей личностью. Ты был создан для победы. Тебя создали, чтобы стоять, когда другие падают. Ты создан, чтобы светиться во тьме. Потому что свет Христа живет в тебе. И когда Он говорит, бесы разбегаются. Когда Он повелевает, бури подчиняются. Когда Он движется, чудеса случаются. Короткая пауза. Музыка стихает, но пульсирует с настойчивостью. Так почему же ты все еще живешь как жертва? Почему ты все еще молишься малыми молитвами, когда Бог дал тебе власть королевства? Он сказал: «Просите, и дано будет вам». Он сказал: «Ты больше, чем победитель». Он сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, ибо я иду с вами». Он не сказал тебе мощь победить. Он сказал, что битва уже началась, выиграл. Так что начинайте утверждать победу раньше времени. Говорите об этом, даже если вас окружают потери. Заявляйте об этом, даже если боль сильна. Пророчествуйте это, даже если на вашем банковском счете 0. Почему? Потому что, когда вы говорите веру перед лицом страха, вы активация небес. И вот последний вопрос, который я оставлю висеть над вашей душой, как знамя, как бы выглядела ваша жизнь. Если бы вы действительно верили в это, Бог уже дал тебе победу. Музыка достигает нового крещендо, вы бы все еще прятались. Вы все еще будете колебаться. Ты бы все еще просил подаяния, когда вы родились, чтобы унаследовать королевский стол.
Пришло время жить так, будто вы уже победили. Потому что в духе, да. Но теперь вам придется действовать естественно. И это требует смелости. Мужество перед лицом врага. Будьте смелее, говорите, даже если ваш голос дрожит. Мужество стоять в одиночку, если никто больше не верит. Но послушай меня сейчас, ты не один. Небеса тебя поддерживают. Ангелы окружают вас. И кровь Иисуса покрывает тебя. Это не просто мотивация. Это вечный завет пробудился. Не благословение ждет. Не чудо написано. Не урожай готово. А ты, да ты, являются судном. Так что вставай. Говорить. Драться. Не в твоей силе, но в силе того, кто уже победил могилу. Мужество – это не отсутствие страха. Это решение о том, что вера будет говорить громче. И в следующей части этого сообщения вы увидите, как именно Бог использовал обычного человека, кто-то, как ты, чтобы победить гигантов, преодолеть ограничения и выйти в сверхъестественное наследство. Остаться со мной. Потому что то, что вы сейчас увидите, является доказательством того, что это не просто возможный, его уже подготовлен. Это ваш победный сезон. Не оглядывайся назад. Не сдавайся. Будьте стойки. Бог идет с тобой. И куда Он идет? Ничто не может помешать. Господь, я прошу сейчас в 7 раз больше ангелов, чем Ты уже послал. Не только для меня, но и для моей семьи. Расположи их, легионы Твоих могучих небесных воинов, вокруг каждого окна, каждой двери, каждой души, связанной со мной кровью или заветом. Пусть они стоят с пылающими мечами над мечтами наших детей, над разумом наших супругов, над нашими стареющими родителями, над нашими духовными родственниками. Постройте стену, через которую не сможет проникнуть никакая демоническая сила. Спрячьте нас под тайное место Всевышнего, где стрелы не могут коснуться, где проклятия растворяются, где ни один замысел врага не может иметь успеха. И более того, Боже, не защищай меня только снаружи. Измени меня изнутри. Сотвори во мне чистоту дух, а не просто чистое изображение. Сделай мне судно, а не просто голос. Вылей свой Святой Дух не для производительности, а для власти. Чтобы я мог быть полезен в Царстве Твоем, не зрителем на комбайн в области изобилия. Пусть то, что во мне, будет сильнее того, что против меня. Потому что я знаю это, защита без трансформации является временным. Но, когда Ты, Господь, меняешь меня, по-настоящему меняешь, я становлюсь несокрушимым духом. Пауза. Позвольте духовному грузу осесть. А теперь послушай меня, дорогая, потому что вот тут-то и начинается настоящий. Ты взывал о защите. Ты просил благословения. Ты молил об исцелении. Но позвольте мне задать вам более глубокий вопрос. Что, если враг внутри опаснее внешнего врага? Видите ли, мы хотим, чтобы в нашем доме были ангелы, но хотим ли мы, чтобы внутри нас была правда, сердце? Мы хотим, чтобы огонь сжег наших врагов, но хотим ли мы, чтобы огонь очистил наши мотивы? Вот моральная дилемма, с которой Бог сталкивается в этом сезоне, и она будет иметь глубокие последствия. Вы хотите благословения Бога больше, чем вы хотите присутствия Бога. Вы хотите чуда, но не тот дисциплинач, что его поддерживает. Вы жаждете богатства, но отвергают характер, необходимо ли его нести. Потому что послушай меня, и послушай меня ясно, есть некоторые двери, которые еще не открылись, не потому, что ты проклят, не потому, что Бог жесток, но потому, что если Он дал тебе урожай сейчас, это уничтожит вас.
Вы молитесь о изобилии, но изобилие без честности становится идолопоклонством. Вы просите огласки, но видимость без чистоты становится тщеславием. Так говорит Бог в своей милости: ждать не потому, что Он удерживает, а потому, что Он переработка. Он тебя не наказывает. Он готовит тебя. И это то, о чем большинство вам не скажет. Вот чего большинство не понимает. Это привилегированные знания тех, кто ходит близко с Ним. Есть секреты в духе, скрытые истины, которые поверхностный верующий никогда не поймет. И один из них такой: ангельская защита и личное очищение идут рука об руку. Вы не можете просить небеса сражаться за вас, пока вы принимаете в своей личной жизни тех самых врагов, от которых Бог пытается избавиться. Вы не можете просить об открытых дверях, продолжая цепляться за тайные грехи. Вы не можете заявлять «Я сосуд Божий» и при этом идти на компромисс. И я говорю это не для того, чтобы пристыдить вас, а для того, чтобы пробудить ты. Потому что ты естяк близко. Ближе, чем вы думаете. Ближе, чем хочет показать враг. Прямо сейчас в духе идет битва за ваше будущее. Битва за ваш разум, для вашего фокус, для вашего частота, для вашего время. И небеса не молчат. Ангелы уже движутся. Но они ждут тебя, чтобы принять одно простое, но вечное решение: будешь ли ты судно или просто посетитель в присутствии Бога. Судно несет славу. Судно держит огонь. Судно поддерживает помазание, когда другие рушатся под тяжестью. Поэтому я спрашиваю вас, что сейчас находится внутри вашего сосуда? Горячь, гордыня, непрощение, страх? Или он пуст, готовый к наполнению божественным замыслом, святой стратегией и сверхъестественным миром? Это момент конфронтации. Речь не идет о посещении церкви. Речь не идет о том, чтобы выглядеть святым. Речь идет о становлении неприкасаемой в духе, потому что вы полностью соответствуете небесам. И когда ты будешь здесь, услышь меня: ангелы не просто посещают вас, они располагаются вокруг вас. Они охраняют сон ваших детей. Они блокируют телефонные звонки, которые могли бы привести к разрушениям. Они отменяют задания смерти и отсрочки, которые были запланированы адом. Они воюют за твою душу в полночный час. Но есть еще кое-что. Тут есть что-то более глубокое. И большинство людей никогда об этом не узнают. Но вы были избраны, чтобы услышать это. Потому что твое сердце открыто. И твоя боль дала тебе право принять эту истину. Самая большая защита достигается путем полной самоотдачи. Самое безопасное место во Вселенной – это не бункер, это не стратегия, это не сберегательный счет, это секретное место Всевышнего. Знаете ли вы, что такое секретное место на самом деле? Это не комната. Это не чулан. Это поза. Состояние полной зависимости. Это место, где вашего умираете дух твой живет. Это то место, где вы говорите: «Боже, если я потеряю все, но у меня все еще есть Ты, у меня есть все, что мне нужно». И из этого священного места начинаешь видеть мир по-другому. Понимаете войны не как наказание, а как подтверждение. Вы воспринимаете задержку не как отказ, а как перенаправление. Вы видите боль не как жестокость, а как подготовка. Вы начинаете говорить авторитетно. Вы начинаете командовать ангелами, а не как человек, выпрашивающий объедки, но как дитя короля, кто ходит в завете. И да, я должен сказать это снова: завет — это ключ. Вы не можете жить в состоянии мятежа и при этом требовать защиты.
Вы не можете жить вне выравнивания и все равно ожидать божественного предназначения. Бог призывает вас к более глубокому согласию, не только для вас, но для вашего семьи. Потому что то, что вы делаете сейчас, отразится на будущем ваших детей. Ангелы, которых вы приглашаете сегодня, будут охранять ваш род и через 3 поколения. Чистое сердце, о котором вы просите сегодня, станет наследием, которое унаследуют ваши внуки. Это больше, чем ты. Речь идет о разрыве циклов. Речь идет об отмене родовых проклятий. Речь идет об изменении истории. Речь идет об открытии врата наследства и вступая в божественное богатство, что выходит за рамки денег, богатства духа. Богатство мудрости. Богатство божественной милости. Но вам придется выбирать. Войдешь ли ты в тайное место или останешься незащищенным, полагаясь только на свои силы? Пригласите ли вы ангелов или доверитесь своим собственным способностям? Станешь ли ты судно или продолжит течь? Бог не ищет совершенства. Он ищет сдаваться. Он не ждет вашего выступления. Он ждет твоего года. Так что поднимите глаза даже сейчас. Поднимите свой сердце в этот момент. Потому что то, что последует дальше в этом сообщении, не просто вдохновит вас, а на активироваться то древнее и вечное внутри тебя. В следующей части мы поговорим о самом обещании Бога строка за строкой. Слово за словом. Истина, которая не может вернуться тщетной. Мы будем стоять вместе в присутствии ангелов под покровом тайного места и провозгласить обещания, которые не только изменят вашу жизнь, они изменят ваше родословное навсегда. Вы готовы принять? Готовы ли вы отпустить то, что убивает ваш дух, и так вы можете сделать шаг в то, что зажжет вашу судьбу? Потому что прямо сейчас, пока вы слушаете, когда твое сердце трепещет, когда твой дух пробуждается, вы не одиноки. Есть ангелы вокруг вас. И Бог зовет тебя по имени. Подготовьте свой сосуд. Благословение уже близко. Слушай внимательно, любимый. Мы живем не в нейтральное время. Дни злые. Атмосфера тяжелая. Включите новости, посмотрите в глаза людей на улице, прислушайтесь к тишине, которая наполняет ваш дом, когда вы остаетесь наедине со своими мыслями. Идет война не с танками и пулями, а духовная война, которая окружает ваш дом, ваши финансы, ваше здоровье и ваш разум. Это противостояние с силами, которые ненавидят вашу судьбу, презирают ваш завет и стремятся лишить вас вашего наследства. Вы должны понять, врагу не нужен ваш дом, ваша машина или даже ваши деньги. Ему нужны ваша вера, потому что именно через веру ваше вычудо, твое благословение, твоя трансформация и ваш избыток родится. Господь заявляет в Луки 10 часов 19 минут: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Это не поэтический язык. Это божественно, военное командование, это Бог вручает вам ключи противостоять всякому демоническому угнетению, разрушить каждое родовое проклятие, закрыть уста всякому лживому духу, нашептывающему вам в сердце неудачи, бедность, болезни и депрессию. Но власть ничего не значит, если вы используете это. Враг, этот древний змей, всегда действовал одним и тем же способом, через обман, запугивание и страх. Он заставляет вас сомневаться в своей ценности, в своем призвании и забывать о своей обещать. Он шепчет, что ты недостаточно хорош, не избран, не готов, недостоин. Но больше всего он боится не твоей силы, а твоей знания. Потому что как только вы узнаете правду, как только вы поймете власть им было дано, как только вы пробудитесь к власти Святого Духа, живущего в тебе, его планы рушатся. Но вот чего многие не понимают.
врагу не нужно уничтожать вас, ему нужно только не дать вам обнаружить вашу настоящую личность. Он хочет ослепить ваше сердце, чтобы вы не видели богатство вашего наследства, к дверь благосклонности, которая уже открыта, к урожай, который ждет вашего послушания. Он знает, что верующий, который действительно верит, нерушимый. Вот почему некоторые из вас сейчас находятся под давлением. Вас не наказывают. Вас, целевой вы, сосуд божественного предназначения. Этот шторм вокруг вас – это не совпадение. Это не просто тяжесть жизни. Это духовная война. Это противостояние. Это эпическая битва за ваше будущее, за ваших детей, за ваши финансы, за ваши благословения. Враг видит твой потенциал и ужасается. Вот почему начался настоящий ад. Вот почему кажется, что ты не можешь дышать. Потому что помазание в вашу жизнь не совсем обычное. Вы несете в себе нечто священное. Но я хочу напомнить вам сегодня, тьма не может победить свет. Как бы ни была глубока тень, одна маленькая искра может зажечь огонь, который прожигает каждую атаку. Бог поместил божественную власть во рту. Ваша молитва – это оружие. Ваши слова несут в себе чистоту небес. Когда вы провозглашаете Слово Божье, враг бежит. Когда вы противостоите ему правдой, он отступает. Когда вы благословляете свой дом, своих детей, свои финансы, небеса отвечают. Мир полон ненависти, гнева и насилия, но вы не от мира сего. Вы отделены. Вы защищены. Вы избраны. Враг может рыскать, как лев, но вы идете с лев Иуды, тебе дана власть над всякой змеей, всякой скорпионой, всяким духом промедления, недостатка, смятения и страха. Ничто не повредит тебе. Не из-за того, кто ты есть, а из-за чей ты. Бог дал тебе завет, и этот завет скреплен кровью Его Сына. Он не временный. Он вечный. Он не хрупкий. Он нерушимый. Вот почему враг трепещет не из-за тебя, а из-за кто стоит за тобой, вокруг тебя и внутри тебя. Его присутствие – твоя защита. Его обещание – твоя сила. Его наследование – ваша безопасность. Позвольте мне задать вам личный вопрос. Вы забыли, кто вы? Вы позволили голосам этого мира заглушить вас, шепот Бога в твоей душе? Ты принял молчание Бога за Его отсутствие. Дитя мое, Бог не покинул тебя. Он поставил тебя на место. Он допустил напряжение, потому что собирается проявить свою силу через тебя. Битва жестока, потому что урожай – это здорово. Ночь темная, потому что чудо уже близко. Не отступайте сейчас. Не поддавайтесь страху. Это момент, когда восстают воины. Это час духовного пробуждения. Черта подведена. Это не игра, это война за твою душу, но ты не один. Небеса на твоей стороне. Ангельское воинство отправлено. Святой Дух воспламеняет твое сердце прямо сейчас, когда ты слышишь эти слова. Ты не жертва. Ты не ошибка. Ты не забыт. Ты Божий инструмент, созданный именно для этого часа. Рожденный для этой битвы. Предназначенный для этого точка победы. Напишите комментарии прямо сейчас. Я имею власть через Христа. Произнесите это с дерзновением. Пусть враг услышит это. Пусть небеса запишут это. Пусть ваш дух возвысится, когда вы исповедуете то, что Бог уже объявил. В тот момент, когда вы начнете говорить как победитель, ваша реальность начнет соответствовать вашему вере. Ваши слова – это ключ. Используйте их, чтобы открыть дверь к вашему прорыву.
Каждое проклятие отменяется. Каждая атака превращается в объявление о вашем повышении, каждая слеза, пролитая тобой тайно, орошает землю для твоего самого лучшего урожая пока. Ты не просто переживаешь этот сезон, ты повышенный через это. Враг переоценил свои силы. То, что он намеревался причинить зло, Бог обращает во зло. Избыток. Это ваше противостояние злу. Это ваша линия на песке. Вам дана божественная сила. Вам дали власть преодолеть. Не когда-нибудь сейчас. Не тогда, когда ты это чувствуешь, когда ты в это веришь в Царствие Божие не в словах, но в делах. Власть. Это не просто сообщение, это звонок, будильник, небеса наблюдают. Ад дрожит. И твоя судьба ждет. Вы готовы встать? Затем оставьте комментарий ниже: «Я имею власть через Христа», и пусть исход битвы обернется в вашу пользу, начиная с этого момента. Послушай, дитя мое, настал момент, когда все меняется. Вы прошли сквозь огонь. Вы слышали рев врага. Вы чувствовали, как тяжесть страха дышит вам в затылок в тихие ночные часы. Вы боролись с неуверенностью, сражались с невидимыми ранами и задавались вопросом: есть ли у вас вера? Этого было достаточно, чтобы пережить то, через что ты проходишь. Но именно здесь страх сломлен. Именно здесь обетования Божьи возвышаются, словно святое знамя над твоей жизнью. Именно здесь твой дух стоит гордо, облеченный в божественную уверенность, и голос Божий гремит громче любой угрозы врага. Не бойся, ибо я с тобою. Это не просто стих. Это голос твоего Отца Бог. Исайя 41:10 обращается напрямую к твоему духу. Не к твоему соседу, не к незнакомцу, тебе. И он не шепчет, он провозглашает это со всей власти небес. Вы не одиноки, Он говорит: не унывайте. Это значит, не паникуйте. Не унывайте. Не тоните в тревоге и не падайте духом под давлением. Потому что Он твой Бог, ваш личный щит, твой свет, твое убежище и ваш праведная десница. Вы стоите здесь сегодня не потому, что вам повезло. Вы стоите здесь потому, что Бог оставлен вселеты. Ты дышишь, потому что Дух Божий наполнил свои легкие. Ты все еще в этой битве, потому что Он выбрал, ты победишь. Ты не забыт. Тебя не игнорируют. Ты не проклят. Ты охвачен завет, обеспеченный обещать, и помазан для победы. Пусть ваша душа примет это сейчас. Пусть ваше сердце успокоится в этом. Пусть ваш разум обновится этим. Поднимите руки и произнесите эту молитву вместе со мной. Произнесите ее не как пожелание, а как декларация. Скажите это как человек, который знает, что уже победил. Отец Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты всегда со мной. Повтори это еще раз. Пусть это услышит каждый уголок твоей жизни. Спасибо, что Ты всегда идешь передо мной и позади меня. Да, Он идет перед вами, чтобы расчистить путь, и позади вас, чтобы защитить ваше наследие. Спасибо, что Ты всегда был моим щитом. Он – твоя защита от того, что ты видишь, и того, чего ты не видишь. Он – твой крепкая башня, ваша защита в день бедствия. И ничто не может устоять против власти Его присутствия в вашей жизни. Видите ли, страх – это не просто эмоция. Страх – это стратегия. Это самое распространенное оружие врага. Он парализует. Он нашептывает ложь. Он держит закрытыми двери, которые Бог уже открыл. Но сегодня мы противостоим этому страху лицом к лицу, опираясь на вечные обещания Твоих. Отец. Он говорит: «Я укреплю тебя,
Он не сказал, что ты никогда не будешь слабым, но Он обещал дать тебе сила в своей слабости. Вот это чудо благодати. Когда ваши руки ослабевают, Его праведная рука поддерживает вас. Когда ваши силы иссякают, Его властелан совершенным. И затем Он говорит следующее: «Я помогу тебе». Пусть эти слова глубоко укоренятся в тебе. Не просто «я буду наблюдать за тобой». Не просто «я буду поддерживать тебя с небес». Нет, «я помогу тебе». Бог сам вмешается в вашу ситуацию, вмешается в ваши обстоятельства и переломит ход событий в вашу пользу. Это не надежда, это правда. Это невозможно, это обещать. Он поможет вам выплатить долг. Он поможет вам восстановить разрушенные отношения. Он поможет вам бороться с болезнью. Он поможет вам открыть дверь к вашему судьбе. Потому что Он вложил себя в твое будущее. Ты несешь Его имя. Вы отмечены Его духты, наследник Его точка наследования. Не бойся тьмы, она не может постичь свет в тебе. Не бойтесь завтрашнего дня, он уже в руках Божьих. Не бойся задержки, Его время идеально. Не бойся мнения людей, оно не имеет над тобой власти. Судьба. Теперь послушайте, страх убегает от присутствия Явера. И вера рождается в присутствии Его Слова. Вот почему сегодня, когда вы принимаете это Слово, когда вы молитесь эти молитвы, когда вы снова выбираете доверять, в вас происходит нечто священное. Дух Царства. Стены рушатся. Цепи рвутся. Смятение рассеивается. Потому что Царь Небесный идет в вашу долину со знаменем победы. Давайте помолимся. Господи, Ты скала моя и искупитель мой. Не убоюсь, не трепещу, не отступлю. Ибо Ты Бог мой, помощь моя, сила моя, путеводитель мой. Хотя бы 1000 падало подле меня и 10 000 одесную меня, не приблизится ко мне. Твое обещание в Псалме 90 стоит: «Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь». Отец, я бросаю к Твоим ногам все свои страхи. Страх неудачи. Страх быть недостаточным. Страх недостатка. Страх суда. Страх смерти. Страх промедления. Страх быть отверженным. Страх того, что будет дальше. Я отдаю все это Тебе. Потому что Ты дал мне не дух боязни, но силы, любви и целомудрия. Я принимаю Твой мир. Я принимаю Твою силу. Я принимаю Твою помощь. Я принимаю Твою руку, держащую меня сейчас. Боже, я знаю, Ты со мной. Я знаю, Ты не тот человек, которому стоит лгать. Я знаю, что Твои обещания «да» и «аминь». Ты хранитель моего завета, мой чудотворец, мой кормилец, мой защитник. Когда надвигаются бури, Ты стоишь рядом со мной. Когда восстает враг, Ты поднимаешь знамя против него. Когда я пойду сквозь огонь, Ты там. Когда я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Благодарю Тебя за каждую скрытую защиту, которую я никогда не видел. За каждое безмолвное благословение, которое оберегало меня от беды. За каждую закрытую дверь, которая спасала меня. За каждую задержку, которая укрепляла мой характер. За каждую битву, которую Ты вел за меня, пока я спал. Господи, Ты верен. И сегодня я хожу с полным осознанием того, что я никогда не одинок. Вдохни это, Дитя Божье. Пусть бремя свалится с твоих плеч. Пусть мир окутает тебя, сердце, как покров благодати.
Пусть ваши мысли омыты правда слова Божьего. Ты не оставлен. Ты не покинут. Ты поддержан Его десница. И теперь я говорю это над твоей жизнью, как над мантией. Вы пройдете сквозь бурю без страха. Вы перейдете в землю избыток с уверенностью. Вы увидите чудо своими глазами. Вы получите наследование, что было обещано. Вас больше не задержат. Ты больше не будешь преклоняться перед страхом, но будешь ходить в божественная смелость. Потому что тот же Бог, который разделил море для Моисея, который закрыл пасть львам для Даниила, который ходил в огне с Сидрахом, Месахом и Авденова, Он идет с тобой. Он сражается за тебя. Он говорит за тебя. Он избрал тебя. И Он никогда тебя не отпустит. Теперь встаньте в эту уверенность. Прогуляйтесь в эту власть. Говори с этим точка убеждения. Страх побежден и обещатствуй. Напишите комментарии прямо сейчас. Я доверяю тебе, Боже. Я не убоюсь. Ты – моя сила. Пусть это будет твоим криком. Пусть это будет твоим признанием. Пусть это будет твоим боевым кличем против каждого лживого духа, который когда-либо говорил тебе, что ты недостоин. Потому что сегодня этот день вы перешли. От страха к вере. От дрожи до триумфа. От сомнений к господству. И это только начало. Дитя мое, сегодня мы вместе прошли священный путь. Мы стояли в самом пекле духовной битвы. Мы смотрели страху в глаза. Мы противостояли лжи врага. Правда Бога. И вот мы подходим к завершению этого святого момента не в слабости, не в отчаянии, а в благодарность, завернутой в присутствии Всевышнего под тень Всемогущего. Это час освобождения. Время выдоха. Место, где заканчивается страх и начинается покой. Услышь меня сейчас, ты больше не блуждаешь. Ты жилище в Библии сказано, Псалом 90, 1-2, живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего. Покоиться. Я скажу о Господе, Он – прибежище мое и крепость моя, Бог мой, на которого я уповаю, это не просто поэтический язык. Это ваш постоянный адрес в дух, вы не находитесь на открытом пространстве, под открытым небом в любой буре. Вы покрытый. Ты не блуждаешь без направления. Ты направляемый. И ты не живешь в страхе. Ты основанный на вере. Не секретное место недалеко. Это не скрытый храм в далекой стране. Это ваше отношение с Отцом. Это твоя молитвенная жизнь, твой доверять, твое сердце открыто перед Ним. Это шепот твоей души, говорящий: «Боже, я доверяю Тебе, даже когда ничто не имеет смысла». И когда ты входишь в это место, когда ты живешь, а не просто посещаешь его, вокруг тебя могут бушевать бури, но они не поколеблют того, что внутри тебя. Потому что сам Бог становится твоим убежище, твой крепость и твой вечный защитник. Итак, давайте завершим этот момент с должным почтением. Не будем торопиться, минуя священную тишину. Давайте остановимся и склоним свои сердца перед престол благодати, воздавая благодарность не только за то, что Бог сделал, но и за то, кем Он является. Тот, кто никогда не уходит, воз никогда не подводит, который никогда не забывает Его обещателей Его народ. А великий защитник, мы взываем к Тебе еще раз, Господин, спасибо за Твою верность. Спасибо за то, что Ты шел с нами по долинам и стоял с нами на вершинах гор. Спасибо за то, что Ты защищаешь нас от видимых и невидимых опасностей. Спасибо за чудеса, мы даже не знали, что нам это нужно. Спасибо за Ваше святое присутствие, которое никогда не покидает нас ни на мгновение. Отец, когда мы выходим из этого момента молитвы и заявления,
Мы просим Тебя продолжать быть нашим убежищем, продолжайте быть нашими крепость, наша сила, наш путеводный свет. Сохрани нас от всякого зла, куда бы мы ни пошли. Пусть тень всемогущего никогда не покидай наш путь. Пусть Твои ангелы окружат наши дома, наши семьи, наших детей и все, что связано с нашим именем. Мы не идем одни. Мы не живем в страхе. Потому что Ты есть точка наш Бог, и в Тебе мы вкладываем всю нашу доверять. Мы благодарим Тебя, Господь, за ответ на молитву. За открытые двери, для божественного выравнивания, для сверхъестественного благословения, для непоколебимого мира, для властьябы подняться над любой бурей. Мы благодарим Тебя за каждое «нет», которое защитило нас, и за каждое «да», которое помогло нам. Мы благодарим Тебя за завет, которое охватывает нас, и наследование, что нас ждет. И теперь мы говорим в единстве, в согласии и в полном осознании Твоей любви. Аминь. Да, аминь. Это слово запечатывает молитва. Он закрепляет обещать. Это подтверждает чудо, это знаменует собой конец страха и начало жизни, построенной на вера, власть и божественный избыток. Но прежде чем вы покинете это священное место, я должен попросить вас кое о чем не ради меня, а ради вашего собственного пути. Если это послание тронуло вас, сердце, если вы почувствовали, что Бог обращается непосредственно к вашей ситуации, если что-то внутри вас изменилось, не молчите. Сделайте следующий шаг. Комментарий ниже прямо сейчас. Бог – мое прибежище и крепость. Я уповаю на Тебя. Пусть небеса услышат это. Пусть враг это увидит. Пусть твоя душа согласится с этим. Провозгласи это публично, как исповедание веры. И если вы еще этого не сделали, подписаться на этот канал не из-за алгоритмов или тенденций, а потому, что вы являетесь частью духовное путешествие сейчас. Сообщество «Вера», «Власть» и «Благословение». Каждое видео, опубликованное здесь, не является развлечением, это божественное назначение. И следующее сообщение может нести ключ вы ждали. У каждого есть следующий шаг чуда. Бог не закончен. И мы тоже. Подпишитесь прямо сейчас. Включите уведомления. Поделитесь этим словом с тем, кому нужен прорыв. Станьте судно света в чьей-то жизни. Помните, где мы начинали, окруженные страхом, стиснутые тьмой. Но посмотрите, где мы сейчас, укорененные в доверять, стоя под тень всемогущего, запечатанные в обещать защиты, вооруженной божественная власть, подготовленные к новому сезону урожай. Это не конец. Это начало следующей главы. Поэтому я говорю вам, ходите смело. Говорите громко. Молитесь непрестанно. Верьте глубоко. И возвращайтесь за следующим сообщением, потому что в следующем сеансе мы еще глубже погрузимся в тему «Скрытые принципы устойчивого изобилия» и секретные ключи, которые откроют не только ваше следующее чудо, но и ваш новый образ жизни благословения. Вы не просто выживаете, вы вступаете в свою жизнь. Наследования. И как всегда, я оставляю вас вот с этим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя лицо Его. Да ведет Он тебя в мире. Да дарует Он тебе покой. И пусть ты никогда не забываешь, ты избран, защищен и предназначен для избыток. Во имя всемогущего Иисуса. Аминь.